Здравствуйте всем, дорогие друзья, здравствуйте, YouTube. Мне сегодня попалось видео. 1000 лет, сколько Лен, сколько Зин. Не смотрел я «Дымоход». Харп, Леха, здорово. Это вот те, которые, да, вот это вот. Я Саня там А4, я Валера А5. Сразу поставлю ребятам лайк, ссылочку оставлю внизу в описании. Чипинкос и звезды Broke Boys. Гаджи Автомат, Райзен, Ознобихин. Знаете, бывает такое, вот когда вот набор букв какой-то, вот кто-то что-то написал. И через неделю шизл чизл бата гата бата гата бата гата бата. Я ничего не понял, пытаюсь в этом разобраться, чтобы не отставать от трендов. Ну а вы подписаны на наш телеграм-канал с ежедневными оповещениями о стримах. Каждый день стрим, кстати. Каждый божий день, каждый божий фильмы, там это кинофильмы, да, все остальное. На Бусти, кстати, на Бусти лежит архив фильмов и аниме там и всего остального. Там вообще песня. Спасибо за подписку. Так, ну поехали. Давай. Broke Boys. Broke Boy. Трое детей, вот сейчас и Best еще cost. жду ребенка. Да. Больше детей, тем больше Какого он ребенка ждет? превращаюсь в бомжа. Ну нахрен мне часы на руке за 200 тысяч, за 250, непонятно кто еще этот отнимет. То есть ты сейчас без кольца? Да, я всегда без кольца. Ну, меня побили за это. Если что, за внешний вид царян в линяге стартанули в Ланейдж. 3, 2, 1, поехали. Просто на месте стойте его, не отводите его в город, пожалуйста. Просто на месте, ребят, не уводите. Не спал, не сплю. У меня 6 часов сна и потом опять прокачка, да. Так что, кто хочет с нами залетать, в комментариях там где-нибудь ссылку оставлю, там разберетесь. Или в телегу зайдете. Всем привет, на связи На Заводной X1 Макс, а это залетели. твой Хэв. любимый проект Дымоход. Заводной Макс. Сколько стоит шмот? А меня зовут Саша Великолепный, О! и сегодня мы приехали на матч, где Наши встретятся ребята. Broke Boys и команда Артема Дзюбы. Это будет разрыв. Ну а мы спросим у этих ребят, сколько стоит их шмот. Погнали! Друзья, это господин Чипинкос, привет. Здравствуйте. Тебя, я знаю, Амин Чипинкос, как правильно тебя зовут? Я 6 раз менял свое имя и фамилию, так что я еще пока не определился. 6 раз? Серьезно, в паспорте? Имя и фамилия это ничего не означает. Твои Что происходит? Я вот второй ролик смотрю, у меня вот это вот недоумение, знак вопроса над головой. Что происходит? жизни. Имя и фамилия это всего лишь набор букв, который когда-то создал человек под названием алфавит. Мы когда... Чего? А? Набор букв. А? Имя и фамилия это всего лишь набор букв, который когда-то создал человек под названием алфавит. Да что ты, черт побери, такое несешь? Чего? А? Когда к тебе подошли изначально, ты сказал, блин, пацаны, не хочу ничего про шмотки рассказывать, мне вообще ваш формат не нравится. Да, я считал это бездарный формат, передача, где каждый хвастается своими шмотками, своей задницей, своими ботинками, Нахер ты тогда к ним подошел? Ай-яй-яй. кроссовками. Это надо. Человек должен выбирать одежду, та, которая ему в кайф. Неважно, сколько она стоит. Вот даже Мы сюда включим его интервью. Помните, он у Басты был? Я когда первый раз увидел, я сначала где-то в ТикТаке нарезку увидел. Где он футболку впарил какую-то с какого-то сайта обоссанного, синтетическую, там, за 500 рублей. Он за сколько там? Он ее, короче, впарил за 20 тысяч, говорит, это мой стайл, это моя душа. Ну что мне, давайте обзор сделаем на майку. Это синтетика, да? Ну, это да. она в единичной копии? А? Да. Больше таких нет майк? Нету. А, так это с Майки.ру. Все Майки.ру ты покупаешь баллон. Бирка, все майки, там, что-то типа такое. Подожди, старик, ты что, мне впарил за 20-ку майку? Короче, это... даже стоит она 500 рублей. Носи ее. Не нужно опасаться, что какая-то мразь посмотрит на тебя косо и скажет, что вот, ты дешевую какую-то носишь, значит это плохо. А вдруг человеку, блядь, вот приятно носить, допустим, одежку, которая стоит там 2-3 тысячи рублей. Абсолютно верно, я могу продемонстрировать, это факт. Вот смотрите, сейчас я все наглядно покажу. Вот здесь я с ним согласен. Сейчас подождите. Вот я как раз сегодня пришел в этой футболке. Это мы можем. А нет, не в этой, я сегодня с зайчиком пришел в этом. Мерче, да? А у меня вторая есть здесь такая. А нет, а да. Сейчас покажу. Вот, ребят, вот
говорит, да, то, что типа... Вот человек, да, сказал, он говорит, Алексей, ну не совсем Алексей, ладно, он просто, вот человек, да, вот сказал, слушай, неважно, сколько стоит, я полностью согласен, 2000, там, 3000, а, понимаете, стримерам у нас нету столько денег, ребят, мы люди простые, вот, мне вот, я тоже, знаете, вот бывает тут футболка, да, вот хорошая, такая уже потертая, но при этом мы все равно как бы вот у каждого есть в гардеробе такая вещь, которую вроде и выкинуть в падлу, да, но она вот в кайф. Вы знаете, мне вот тоже вот подарили футболку. Я в ней вот прям вот хожу, вообще не вылезая. Прикинь, я не понимаю, как это работает. Ну вот вы меня часто на стримах в ней видите, да, вот на улицу вот я вот хожу. Постоянно в ней, постоянно, понимаете? И вот яркое, хорошее качество, замечательное качество. Ребят, потрясающее качество. А еще, знаете, я в этой футболке на International поеду. Меня на финал пригласили, понимаете? Да, именно в ней поеду, да. Там. Короче, все, кто там хотят тоже там посмотреть, там какие-то призы, фрибеты, я не шарю особо за это, мне вот подарили. Ссылка в первом закрепленном комментарии, да. Вот, да, вот все там, да. А футболки я тоже согласен. Главное, чтобы удобная была. И вообще, знаете, я вам так скажу, ребят. Главное, чтобы как бы и головной убор. У меня тоже вот есть чем похвастаться, да? То есть, кто-то скажет, да, блин, Лех, ну ты не так часто кепки носишь. Ребят, у меня есть одна любимая кепка, в которой я как бы, ну, гоняю постоянно. Все понимают, как бы, да, вот она. Обычная классическая черная кепка, да, я люблю вот так носить. Но очень часто, то есть, да, вот так вот бывает, вот так раз... Опа, козыречек, видите, гнутый, да, то есть все по-алдовски, по-нашему, да, то есть просто я люблю оранжевый и черный цвет. Никакой рекламы, просто удобная одежда. Что? Но это было гениально. Даже для меня это слишком. Я не говорю то, что Я Кирилл и Мефодий, всегда да. надо дешевые вещи. У меня в гардеробе есть вещи, которые стоят там... по 300 тысяч, Мое любимое число, молодец. 200 тысяч. Мне такие подарки дарили и Гуччи, и блядь, там Луи Виттон. Луи Виттон. На садоводе что только нет, пацаны, что только нет. Заезжаешь вот на садовод, да, на рынок, и там что угодно, любого качества, да, все там, все, пожалуйста. Вот. Со временем я понял, что это никакого значения не имеет. Надо просто одевать то, что тебе нравится, то, что тебе удобно. Вот это самое главное. Вот это правильно. А все эти Луи Виттоны для кого сделаны? Ну просто для тупиц, блядь, чтобы свои деньги, блядь, тратили, блядь, на какую-то хуйню, блядь, которая через месяц им уже не интересно это носить. Поэтому лучше покупать дешевую вещь, но зато быстро менять. Слушай, ну ты известный уже медийный человек, Чего? ты музыкант, ты рэпер и боец без... Секунду. Рэпер. Давайте не будем торопиться. Так вот оно в чем дело. Вот оно, где все зарыто. Так. Давайте еще раз. Кто он? Медийный человек, ты музыкант, ты рэпер и боец без правил. Было 7 боев по... 8 прыжков, 7 без парашюта. Доставщик пиццы, боец KFC. Лично знаком с Конором Макгрегором. Трамп вообще просто, с ним сейчас фит выходит новый. Папа может, все что угодно. Да, просто все я, да. ММА. Я являюсь первым рэп-артистом, который вышел и дрался по правилам ММА на широкую аудиторию. У нас был первый рэперский бой с Димастой. Вот. И... С кем? Кто с кем? Какой? Что вообще происходит? Кто эти люди все? Димаста, кстати, красавчик. Его можно на самом деле назвать настоящим гангстером, чем... Каким гангстером? Какой? О чем он? Что он несет? О чем он вообще говорит? Какие гангстеры? Этих всяких уёбков, которые, блядь, только в треках, блядь, своих кричат, что они гэнгста, что они такие сильные, что они там в рот убьют там кого угодно. А покажите это на боях, какие вы сильные. Покажите это, блядь. А для чего музыкантам показывать на боях, какие они сильные?
Типа выскочим 1 на 1? Не показываю, только... Корней Тарасов дерется. Ну да, Корней, у него брат боец, понимаешь? С детства он его есть учил, брат? тренировал. То есть, если бы у меня брат тоже боец бы был, конечно бы С я... детства Артем Тарасов Корней Тарасова учил? Понял. на него смотрел, и он как мой кумир бы был. Я бы хотел бы тоже как он стать. То есть ты, короче, всем вот этим ребятам... Я где-то эти слова уже слышал. Не могу вот вспомнить где. Чат, не помните? Хочу стать как Харт. Про какую-то, помню, вот медийную ношу. Вы знаете, за столько лет стримов не могу никак вспомнить, где я их мог слышать. Что-то вот никак не вспомню. Напишите в комментариях, да, не могу никак вспомнить. Там кто из новой школы, типа там... Какая новая школа? Что это такое? Я ничего не понимаю. Что происходит? Объясните мне. Что? Может, я из дома не выхожу, а может, я что-то не понимаю. Какая новая школа? Какая старая новая школа? О чем вообще они говорят? Ну, очень интересно. Пожалуйста, расскажите мне. Я правда, я ни хера не понимаю в этом. Будда, Токсис, никому не респектуешь. Ну, Я ничего, я не понимаю, как Будда, Токсис, новая школа. Про что речь идет? Пишите в комментариях, ребят, правда, ну я, наверное, далек от этого просто. считаю, я выше них всех, круче них всех. Так это люди, как минимум. Даже того же Snoop Dogg, того же Тупака и R.I.P. Они только сильные были в треках, типа... Я, наверное, мне послышалось. Еще раз, что? Круче них всех, вот. Даже того же Snoop Dogg, того же Тупака и R.I.P. Они Он круче Снуп Дога и Тупака? только сильные были в треках, типа такие крутые, из себя строили крутых только в треках. Вот, а на бои, на всякие вот эти драки не выходили. Почему артист должен выходить на драки? Я вам еще раз говорю, это же бред, это маразм. Человек, который не занимается этим, ему нахера это вообще нужно? Зачем? Почему? Откуда это взялось? Чему кто-то куда-то должен выходить зачем-то? Как это вообще работает? Что происходит? Только корчили из себя студийных каких-то героев. Мало чего известно про твою личную жизнь, ну, по крайней мере, я не знаю. Есть у тебя жена, девушка, дети, как у тебя с этим? У меня 3 детей, вот сейчас еще жду ребенка. Сохранять невозможно. Началась родильная деятельность. После азбуки я... Вот, 3-го, ну, можно сказать, да, Ты что, сумасшедший? Ты совсем? Ты что? Что с тобой не так? У тебя уже 3! -1, that's free, quick maths. Ты чего? Эй! Как у тебя с этим? у меня 3 детей. Вот. Так, уже все, они есть! Все, родной, все! Вот у меня 2, все, уже не может потом еще кто-то второй появиться, их уже 2. Вот сейчас еще жду ребенка. Вот, 3-го. Он реально, он что, он по долбит или что с ним не так? Какого 3-го? Откуда он вас? С сада ждет, со школы? Что происходит? Объясните мне, пожалуйста, я не могу. Ну, можно сказать, да, 3 детей скоро будет. Ну, слушай, мы с тобой... Они есть, что ты сказал же минуту назад, они есть у тебя уже, эй! Коллеги у меня тоже, у меня 3 дочери. Да, чем больше, О. тем лучше, да, некоторые говорят. Но Ну, как говорится, содержать да. еще надо. Чем Согласен. больше детей, тем больше превращаешься в бомжа. Ты чувствуешь, что когда у тебя появились Надо записать умные цитаты. дети, что ты как-то наполнился в этой жизни? Ну, конечно, проблем я стало. Жена, вот эта девушка, мозги начала ебать, памперсы, пеленки, блядь. Детсады, блядь, начинаются это. А на личную жизнь когда время хватит? Хорошо, что, блядь, время хватает здесь поиграть, блядь, дворовой футбол в Т-лиге. Ну ты как батя, как вот ты ощущаешь по 10-бальной шкале, насколько себя оценил? Я ни насколько себя не оцениваю. Ну, батя просто должен платить, блядь, и все, как раб ебаный. Покупать, блядь, все необходимое своему ребенку. А что Макс стоит, думает. ребенок дальше будет Лицо, смотрите, Макс. Просто смотри. Думает, ну ты... делать, это уже не мои проблемы. Захочет, он станет криминальным каким-то, блядь, персонажем. Хуй с ним. Захочет, он станет бизнесменом. Его личное дело. Захочет, он станет депутатом. Его личное дело. У каждого человека есть подарок. Подарок — это его жизнь.
Ни одна мразь не имеет права этот подарок забирать. Ох, Илюх. Несмотря на то, что ты даже отец его. Ты не имеешь права этот подарок. Да у него никто не забирать. спрашивал ты про даже это. не Ты имеешь права откуда называть эта своего генерация сына слов? именем каким-то. Потому что в будущем это имя ему может быть не понравится. Ну, у тебя уже у детей есть имена, ты же... Да, 1, 2 и 3. Ну, по логике. Или просто эй. Или эй ты. Или эй вы. Или как? Что это такое? В смысле нельзя называть никого? По твоей же логике он пойдет и сменит себе имя, если ему не нравится. Вы чего? Как его люди называть будут? Как? Эй! Как ты назвал вместе со своей девушкой? Я не называл. Я не называл. не называл, только девушка. Но я вообще предлагал до 7-8 лет вообще никак не называть ребенка. Вообще не подписывать ни в каких документах ничего. Вот я сказал, когда ему будет 7-8 лет, пусть он выберет себе имя. Вот, пусть с этим именем и ходит. Но ты какого имеешь право человеку давать имя? Блядь? Он Ну это в Кащенко. Это в Кащенко что, надо. тебе собака, что ли? Ёбаный в рот, блядь. А о чем вообще мечтаешь в жизни? Вот типа вот к чему ты хочешь прийти, и чтобы сказать, вот, бля, я красавчик капитальный. Я так скажу, жизнь все равно она скучная Скучно? и неинтересная. Почему? Потому что любая вещь сначала тебе вызывает интерес, а потом со временем тебе уже это неинтересно. Даже любую вещь возьми, ты купил компьютер какой-нибудь, тебе он сначала нравится, ништяк, там, iPhone купил там даже. Что-то у меня с компом подзатянулось. Лет на 37. На 36, ладно, пока. Пу-пу-пу. Все, через год, блядь, он уже тебе не интересен. Ты хочешь новое. То интерес пропадает. Поэтому я не знаю. Я, может быть, в будущем в лесу хочу жить. Дом построить в лесу Вот жить. это правильно. Тот случай, когда я боюсь ляпнуть Вот это лишнего, правильно. чтобы не получить двоечку в левое ухо. Привет. Да, я вас всех приветствую, всем здравствуйте. Бесплатно никого не бью, единственный, да, момент, поэтому можете задавать, что хотите, спрашивать, что хотите. Не знаю, кто это. А если я так потихонечку во время интервью буду купюры подсовывать, есть шанс? Ну нет, уже у меня есть фиксированная цена, за которую я дерусь, выступаю, поэтому... Сколько? Это тоже я не разглашаю, Лига запретила разглашение. Ну, небольшие деньги, ничего не думайте, никак у вас передача, я смотрю. Так что, если хотите, вас побили, небольшие деньги надо. Да, я смотрел, у вас очень богатые люди приходят, не отношусь к этой категории. Гаджи Автомат, собственной персоной. Сколько тебе лет сейчас? Мне 35, друзья, мне уже 35 лет, да. Мне 35, моему ребенку 6, так что жизни я радуюсь. Выглядишь чудесно, расскажи про свой лук, какие вещи, какие бренды сегодня на тебя. Сегодня Я не знаю просто, кто это, правда. Я просто, наверное, этой тематикой не интересуюсь. смотрите, я не знал, что так Боями, я сюда имею в позовут, виду, мы всем в остальным. футбол пришли играть. Салам алейкум. Как дела, брат? Привет. Да, играю. Я вообще приехал в футбол, поэтому, как есть вам говорю, сейчас, наверное, вы будете все смеяться. Футболка, это вот сейчас у меня сестра, мама, ее дети деньги накопили, мы отправили это по Европе, они катались, она мне с Европы купила эту футболку. Вот, я честно не знаю, сколько она стоит. Вот, по-моему, взяла в Англии она. Вот, это футболка, штаны, это фирма Лима называется такая фирма. Лим, то есть L-I-M-E. Я приехал... Лайм. Лайм, да, Лайм. Да, я плохо разбираюсь. Я приехал в Екатеринбург. Вот, я там работал ведущим боев, и они выделили деньги и сказали мне, чтобы купить вещи. Я купил штаны, рубашку. Я, если не ошибаюсь, 6500 стоят штаны. Вот, а дальше еще веселее это кроссовки Sport Play, Sport этот. Филипп Лейн Спорт. Да, Philip Lane. Philip Lane Sport. Это я еще работаю в бойцовской лиге «Наше дело». Мы 20-ка. Вот, тоже сейчас был соведущим, также комментатором, аналитиком боев. И они выделили деньги. Мне как 20-ка, я раз думаю. это также они выделили деньги. Я купил эти кроссовки. Они, по-моему, стоили 29 тысяч. У тебя какой размер ноги? 30 сантиметров. Вот так я. Я по сантиметру. 30 сантиметров. По-моему, это 47 или 46. Ну, я помню только 30 Не, сантиметров. ну я он так здоровый, определял. сам У высокий. меня на сантиметр меньше, чем у тебя. Часы
вот как есть, вам говорю, также очень смешно и весело. Это часы мне двоюродный брат подарил. Вот, а я когда... Это у меня сейчас месяц... Это Марис Лакруа. Я не знаю, что это за фирма. Я ее в интернете посмотрел, могу ошибиться. По-моему, там 250-270. Я, короче, мне двоюродный брат подарил. Я Понял. думал, сейчас скинуть там тысяч за 150-200. Я думаю, нахрен мне часы на руке за 200 тысяч, за 250. Непонятно, кто еще Не это знаю тоже, отнимет. что за фирма. И хотел скинуть, а единственный момент, без документов они намного дешевле стоят. Я брату позвонил, я говорю, брат, можешь документ дать на часы? Он говорит, зачем? Я говорю, хочу продать. Вот, и он разочаровался во мне. Вот. Я говорю, ну нафиг мне часы надо за 250 тысяч на руке, ну я считаю. Ну я не знаю, но это я так живу, да, люди по-другому живут, да, у него самого там и дороже часы, там и у людей дороже часы, но, например, я так живу. Если в интернете забить твое имя, то все подряд, кому не лень, пишут, что в тебе разочаровались. Как так? Ну, это хорошо, что они во мне разочаровались. Вот, главное, что я сам в себе не разочаруюсь. И главное, у меня ребенок Ахиллес мой растет, 6 лет. Он рад, что у него папа Гаджи автомат. И ни один человек ко мне не подошел, вот так не сказал. Люди подходят, фоткаются. И, кстати, большой нюанс сейчас заметил. Много детей ко мне подходит, именно из-за того, что я в медиафутболе сейчас игр 5-6 сыграл уже. И дети подходят ко мне, и они думают, что я футболист, короче, маленький, да. Гаджи автомат сфоткаться, они думают, что я футболист. Вот, и сегодня у нас уличный футбол здесь тоже. Ну, футбол все равно на первом месте идет вид спорта во всем мире, даже по медийке и так далее, чем даже бои. Вот, и я себе вот новую аудиторию вот таких детей тоже. Вот они почему-то не... Футбол на первом месте сейчас. Не гонки ли? Не формула? Никогда не задумывался. Наверное, да, наверное, футбол. не разочаровались. А в интернете, Надо посмотреть будет. что люди разочаровались, главное, наверное, чтобы футбол, они да, не да, разочаровались в популярный. себе, в своих родных, в близких, вот, в своих девушках, женах, и все у вас будет хорошо. А вы не можете разочаровываться, я вам никто. Давай маленькую игру тебе предлагаю. Угадаешь, сколько у меня вещи стоят, которые на мне надеты? Ну, я вообще не разбираюсь, как ты понял. Ну, давай я так, накидаю, Ну, да? давай навскидку. Вот обувь, смотри. А это что за обувь? Диор, да? 100 тысяч, да, стоит? Нормально ты живешь лучше, чем я. Так, друзья, теперь я буду этой работой заниматься. А штаны какая фирма? Гуччи, да? А, это Гуччи, да? Нет, Гуччи, наверное, дорогие, да, тоже? Ну, тоже, наверное, 1050, да? Дальше, это Dior, дайте я точно уже не ошибусь, 200. А это что у нас? Dior, а вот это 100... Stone Island — это коллаборация лимитированная. Ну, это футболка. Ну, мне кажется, 8 наверное. Смотри, я тебе просто раскрою секрет. Dior Кроссовки эти со стоят стоником 30 тысяч, сделали штаны этот. эти стоят 20 тысяч рублей. 50 сказал, потому что ты меня заставил. Рубашка такая стоит 25 Это ты тысяч. меня просто сбил уже И футболка туда. 15. Это потому что мы знаем один секрет, о котором я чуть позже вам расскажу, а тебе потом на ушко. Вот. Но на самом деле, если брать это в бутиках зарубежных, вот откуда тебе футболку привезли, то это бы типа все стоило там 100, обувь, такие 1150 штаны. Это вообще так как это лимитированная коллекция. Я сейчас тапки я гоняю все лето. Пятак, что ли, стоит? Эти, как они, квиксильверовские. Вообще просто легенькие, хорошенькие, ножка дышит. Вы их вообще на ноге не чувствую. Такие они, как полутряпичные такие. Хорошие. Коллекция, они бы стоили 1400, Ну да. это там футболка 150, то есть там такие были бы цены. Нет, ты хорошо выглядишь. Реальные пацаны. Игорь Ознобихин, правильно? О, да, да. О! Все верно. Пока да, пока правильно. Игорь, сколько тебе сейчас лет? Мне плюс-минус 45. Я прочитал, когда до матча вот пришел информацию и увидел, что ты действительно в свое время работал милиционером. О, прям подготовка такая. Получается. Ничего себе. Правда, было такое? Серьезный продакшн. Да, было, конечно. Я работал какое-то время, да. Какое у тебя звание было? Я уволился старшим лейтенантом. Мальчик молодой. Да. Все хотят, да, потанцевать. Я не хотел танцевать, поэтому ушел. Что-нибудь дорогое у тебя есть Нет, вообще? Отсылку дорогого понял. ничего нет. Все отечественное, все как бы такое, эконом. Балашиха. Балашиха. Да, но они сейчас делают похоже на Пуму. Где-то в районе 10. Так, шорты. Вот шорты старые очень, потому что Десятка как бы, наш. они покупались, когда еще Nike был легален здесь, но они попались не здесь, а в Турции где-то лет 30 назад. 30? Ну, 30, да, 25. Серьезно? В 90-е годы? Да, в 90-е. А футболка — это белорусский трикотаж. Не, ну Нормальная Counterfactdown, это футболка. же вроде бренд, который в ЦУМе продается. Ну, может быть, да, но белорусы, это белорусский трикотаж, они делают, похоже, очень, ну, типа с французскими надписями. Я там был один раз, супер. Не знаю, Был нормально несколько раз. смотрится. Очень скучно, но очень, очень хорошо, очень все по-доброму. И научились делать вот надписи на французском языке.
до этого не умели. Очень круто, очень классно, качество прям белорусское. Слушай, а ты вообще хорошо в брендах разбираешься? У тебя есть какие-нибудь дорогие вещи? Нет, я не любитель дорогих вещей. А почему? Ну, потому что у меня вот дети любят дорогие вещи, а я как бы, ну, видимо, другой формации Ну, это человек, и поэтому я старые закалки, всё-таки за конечно. практичность и за Во. какую-то, ну, то есть... На самом деле это не от возраста зависит, потому что куча молодняка тоже как бы они такие, типа, чтобы удобно было. Давайте так. Самая дорогая вещь в вашем гардеробе, которая есть, включая аксессуары, часы и все остальное, да? Что и сколько стоит? Ну, снова никто друг друга не знает в комментариях. Просто ради интереса. Одна. Вещь не должна быть дешевой, но и не очень дорогой. Ну вот Машины смотри, не берем, я естественно. сегодня весь То на есть брендах. именно из Я этих. специально подготовился. Да. Вот как У меня у думаешь, ребенка такие кроссовки. вот как думаешь, сколько такие стоят? Ну, все в районе... Давайте, да, возьмем одежду и аксессуары. Не будем брать машины, там, квартиры, вот это все. Одежда и аксессуары. 100 тысяч рублей. Каждая вещь. Вообще, честно, вот тебе открою первый секрет. 30, это у меня стоит 20, 15 и 25. Это такое. Мы ведь и на ушко потом шепну, расскажу. И вы, как я понимаю, первый раз сейчас вышли в Кубок России Тоже не по знаю, футболу. Слушай, я тебе скажу, ты хорош. Ты знаешь, я смотрю вашу передачу, я делал на нее реакции, очень много реакций. Наверное, Кто только реакции делает? Вообще, кто их смотрит? Я не знаю, реакции делает, мне кажется. Это даже не контент, это какая-то просто шляпа реально. Вот, ну, я знаю, конечно, несколько стримеров, ну, которые запатентовали за собой реакции, да, то есть они были первыми, первооткрывателями, и как бы... Неважно, ладно, давайте дальше. года 2 назад еще я смотрел, или даже 3 вы начинали. Мы 6 Вот лет вы назад сейчас начали. приехали оттуда, где вы приходите на футбольный матч и следите даже за Кубком России. Это действительно так, все твои слова правдивы. Вы в первом матче выиграли, правильно я понимаю? Кубка России, да. Да, и сейчас вышли во вторую стадию. Сейчас вот буквально этот матч сыграем, это уличный футбол. И дальше едем в Дзержинск играть против Химика. Дай бог, пройдем дальше. Ну вообще, какие цели? Да, у нас цели простые, чтобы на наших запястьях появились дорогие часы. Тебе сколько? Мне уже 30. На ногах это вот как раз финал, который мы выиграли. У меня есть паренек Платон. Он мне вещи там из Европы заказывает, которые мне нужны. Ну, ты сам знаешь, сейчас сложно с брендами в России. И он мне подарил вот эти вот форсы. Ну, я думаю, 15 они максимум стоят. Штаны Юникло. Я считаю то, что все базовые вещи Юникло это лучший выбор, который Ни только разу может не быть. ходил в эти шмотки. Это самая большая потеря для нашего рынка в плане вот ухода брендов. Понятно, что ушли этот Nike долбаный, Adidas, но пусть дальше летят там со своими ценами. А футболка это, я являюсь амбассадором одной из букмекерских компаний. У тебя самое дорогое, как я... Я, может быть, одно что-то не понимаю. Вот объясните мне. Вот крайний раз мы собрались отдыхать, полетели в Беларусь. Мне кажется, я там купил все, что мне только необходимо. Я заранее заказал там себе намотик, экип, все остальное. На машине сколько там? 5 часов. Прокатиться, кофеечек попить ты там? Просто кайфануть. Ну, как это работает? Или сколько там? 5-6 часов, не знаю. Я понимаю, это помолвочное или какое-то кольцо, да? Да, слушай, свадебное. Это кольцо стоит 40 тысяч рублей. Ну, не так дорого, кстати. Я вот не понимаю прикола, я выбирал кольцо. То же самое. свадебное. И знаешь, ты заходишь в Меркурий или куда вот, и они тебе предлагают кольца за типа 300 тысяч. И весь прикол этого кольца, что там бриллиант с другой стороны. Ну ты же не можешь на это кольцо бриллиант спереди, да, вешать. Это потому что это свадебное кольцо. Я этого вообще типа темы не выкупаю. Странное дерьмо. То есть ты сейчас без кольца. Да, я всегда без кольца. Ну, меня побили за это. Убили бы? Конечно, 100%. Ну, это немножко, знаешь, таким этим попахивает, как это называется? Я Каблучковством. тоже убил, если бы увидел без кольца. Серьезно? Все взаимно, Что конечно. такого? Главное же, что вот в сердце, здесь человек. 100%, что в сердце и на руке. Вот что самое главное. Было потрачено около 18 миллионов рублей на просто содержание футбольного клуба, от которого мне, по большому счету, было ни горячо, ни холодно. Во! Мне очень понравился весь выпуск. Очень понравился. Пишите комментарии, буду ждать.